Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Продолжаем учиться художественной росписи гель-лаками. И сегодня я покажу и дам советы, как нарисовать львенка Симбу из знаменитого диснеевского мультфильма «Король лев». Ну что, поехали! Для начала разлиновываем наш типсик, или в данном случае ноготок, вертикальными линиями, где обязательно одна из них проходит через центр и делит нашу область на две равные части. Это ось, по которой мы будем ориентироваться в расположении частей мордочки Симбы. Вторым этапом наносим горизонтальные линии, но под углом наклона головы нашего персонажа, то есть в данном случае в отношении к вертикальным линиям горизонтальные будут примерно под углом 60 градусов. Смотрите, что у нас получается. По вертикали мы ориентируемся, чтобы все парные части мордочки, например, глаза или ноздри, были равно удалены от вертикальной оси. По горизонтали же мы ориентируемся, чтобы эти же части лежали в одной и той же плоскости под углом. Таким образом, визуально кажется, что левая часть мордочки находится как бы ниже, чем правая. И чтобы линия глаз, носа, подбородка и так далее были параллельны друг другу, и чтобы нас не повело никуда, как и мордочку нашего персонажа, мы реально прорисовываем эти линии в самом начале. Отрисовала основной каркас наброска и чистой кистью до просушки убрала лишние линии, скажем так, в эстетических целях, после чего уже доработала рисунок. Но я знаю, что если вы только начинаете свой путь в росписи, то сразу сложно нарисовать полностью весь эскиз и ничего не смазать. Поэтому, если на ваш взгляд какая-то часть наброска у вас получилась удачно и вы боитесь испортить ее, то просто зафиксируйте в лампе прям с этими лишними линиями, они все закрасятся в процессе работы с цветом. Тем более для линий подсказок и самого наброска персонажа я использую темные оттенки, чтобы на камере все было хорошо видно. Вам же никто не мешает брать более светлые цвета. Главное, чтобы вы сами видели свой эскиз. Перед раскрашиванием просушиваем наш набросок в лампе около минуты, чтобы хорошо зафиксировать контур. При работе с основным цветом я использую гель-лаки в несколько слоев, а гель-краски для прорисовки и контура. Цвет наношу от линии наброска к центру окрашиваемой области. Стараюсь не заходить на контур, но если вдруг такое случилось, излишки просто уберем чистой кистью. Слои при работе с жидкими гель-лаками получаются тоненькими, и при нанесении в несколько слоев это не утяжеляет наш ноготочек. Я предпочитаю работать именно так, слой за слоем, а вам советую попробовать нарисовать один и тот же рисунок на двух типсиках. Рисунок на первом типсе раскрасить обычными гель-лаками с средним уровнем пигментации. Такие лаки, как правило, достаточно жидкие. А второй гель-краской или густым пигментированным однослойником. И определиться, что вам больше по душе, потому что каждому свое, и в первую очередь вы должны научиться работать так, чтобы вам было комфортно.
Если работаете со смежными областями, которые отличаются по цвету и не хотите, чтобы они слились, то либо работайте очень аккуратно и не выходите за границы просушенного контура, так как маленький бортик наброска не даст растечься гель-лаку. Либо просушивайте каждую раскрашенную часть, и если уже вы ошибетесь, то сможете спокойно убрать затеки чистой кистью. Тени и полутени создаем путем растягивания краски из темной области в более светлую, так как если бы мы делали градиент. Принцип абсолютно тот же. Прежде чем рисовать зрачки, я полностью просушила рисунок, так как зрачок должен быть очень четкий, без смазанных краев. Также следите, чтобы они были одинаковые. Зрачки всегда должны быть одного размера. Если они разного размера, это говорит о серьезных офтальмологических проблемах и патологиях, например, при травме головного мозга. Если хотите, чтобы ваш персонаж выглядел здоровым, старайтесь придерживаться размеров. Чтобы взгляд был более живой, к черному добавила синевы. Так будет смотреться, как будто в глазах что-то отражается. Белки глаз никогда не идеально белые, тем более не белее, чем блик, поэтому немного затушевываем их. Прорисовка контура всегда гель-краской. Густая гель-краска не расплывается и линии остаются тоненькими.
Ну и, конечно, не забываем, блик на левом и правом глазе всегда с одной и той же стороны, так как это отражение одного и того же источника света. Смотрите, когда нарисуете вибрисы или по-простому усы, то снизу каждый усик надо затенить, так как каждый вибрис представляет собой трубку или, если хотите, цилиндр, и, следовательно, на каждый усик будут действовать закон светотени для цилиндра, иначе это будут просто плоские полоски краски. Перед покрытием топом просушиваем весь рисунок пару минут. Потом покрываем топом и снова просушиваем. Сверху, прям по просохшему топу, дорабатываем блики и добавляем глубину теням. Ну вот, наш Симбочка готов. Акуна Матата, мои дорогие. В следующем видео будем рисовать суриката Тимона, так что не пропустите. А на сегодня я с вами прощаюсь. Ставьте лайки, комментируйте. И если вы еще не подписаны, то сделайте это прямо сейчас. И всем хорошего настроения. Всех люблю. Пока-пока и увидимся.